Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Чтобы разнообразить обычные котлеты и сделать их еще вкуснее и оригинальнее, давайте сделаем котлеты с начинкой. А для рецепта возьмем для самих котлет мясной фарш, перекрученный с луком. Это может быть говяжий, свиной, куриный, любой на ваш вкус. К нему идет у нас кусочек белого хлеба и сырое яйцо. Для начинки у нас идет сыр, вареные яйца, масло сливочное и зелень, укроп и петрушка. Первое, что нужно сделать, это сразу замочить мякиш батона в молоке. Потому что корочка, она так не размокает и остается кусочками. Я его поломаю и положу в молоко. В фарш добавляем яйцо одно, соль. Это все делается по вкусу. Я уже так на глазок примерно знаю, сколько мне надо добавить. Это 3 щепотки на полкило фарша. Перец. Перец вообще тоже идет по вкусу. Немножко. И теперь мякоть. Я немножко так разломаю. Отжимаем. Лишняя влага не нужна. И все перемешиваем. Перетираем на мелкой или средней терке яйца и сыр. Мелко нарезаем зелень. Добавляем к начинке подтаявшее масло. И хорошо все перемешиваем. Начинаем формировать котлеты. Берем немного фарша. Формируем шарик. Теперь делаем лепешку. Кладем начинку. Закрываем. Хорошо слепляем все края, чтобы начинка нигде не проступала. Снова формируем хороший шарик. Ну, кому как удобно. Кто хочет шариком, кто продолговатой лодочкой. Так, все готово. Немножко приплюснули. И выкладываем на разогретую сковородку. Жарим на масле. Как только котлета снизу подрумянилась, переворачиваем их и поджариваем с другой стороны. Котлеты с начинкой готовы. Подаем их с гарниром, а можно просто как самостоятельное блюдо с овощами. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!